наш Так, давайте замечательный друг d4 Ян. начнем. Так, ну надо что-то поменять. Защите Немцовича будем Сергея проверять. Потому что А может, предыдущий Каталоне, не сценарий знаю. партии не Может, очень мне Каталон сыграть? нравился. Так, ну Ян сам поменял. А, он Всё играет у него новую и индийскую, так я забыл неплохо совсем. Ладно. получалось. После Е4. Ну, Ян Если бы помнил, так бы не пошел. за что уже год может сыграть. Да, многократный вице-чемпион мира. Невероятное дебютное познание. Во многих дебютах. Так даже сыграл. Так, Здесь ну, на смысл 4 тут d5 на ходит, да? E4, D5 задвигать. На слон G2 уже C6. Давайте слон G2 пока. Так, ну посмотрим, какие Ян будет ставить. Не проблема тут. Так, ну пока, наверное, надо развиться. На Е4 уже съем пешку. Бить, конечно, CD выгодно только черным, там идет C8, чуть получше у меня уже. Где-то дают Так, эту пешку, вот просто там играют D8. E4, E5. Довольно интересные позиции получаются. Ладно, да, и где-то уже... Сергей просто хочет провести C5, тоже довольно разумно. Хотя он не будет, Ладно, это пойдем прям E4. супер невыгодным. Да, ну нужно принципиально Да, играть, пешку E4. забрать. А6 полезный ход, да, бывает такую пешку 4 жертвовать, как-нибудь но пока. прям Ага, не всегда 6. какая-то стопроцентная компенсация. Сергей на все готов досрочный ответ. Ну, наверное, Тяжело с ним хотел бороться. конь G5 где-то, поэтому А6, это форточка, поле G5 отбираю. В любом Так, случае, ладья ход полезный. D1 тогда. Так, здесь слон B4, Потом как-нибудь ферзь C1, напасть на H6 D5. и атаковать. Здесь C5, D5 идея, поэтому тут надо аккуратно. Так, слон B4 вроде, я помню, один из таких полезных более-менее ходов. Ферзь C7, там как-то ладья E8, конечно, есть ход. Ну, здесь у белых как бы хорошая чуть-чуть компенсация, наверное, не полезный. полная, Как бы но такая приятная игровая. торги небольшие идут, каждый торгуется. Так вот на 6 хочет бахнуть, не хочет, сложно понять. Слон F8 как будто интересно. Ну да, E5, конь D5, конь E4, скорее всего, я пойду. В принципе, можно и пойти. Может пойти C5, конечно, да. Ну, мало ли, бахнет еще. Ну, давайте Мало попробуем. ли Ян решит бахнуть. Так, да, и здесь коня на E4. Может, в принципе, явно здесь будет. сначала побить, да, потом пойти конь E4. Потому что иначе он побьет, Какие пойдет идеи? C5, да. Конь E4. Ну, там сбил, C5 провел. То есть, если мат не поставит, у меня выиграно. Да, давайте с просто этого будет хода начнем, пешка лишняя. как ни странно. Да, вперед. И действительно, это, наверное, неплохо. Так, есть слон D3 ход. Конь D6 куда-то. Выиграли Да, какой-то здесь темп, я, слон правда, не D5, уверен, что я это хорошо. C5 уже ходил. То есть, чем больше смотрю, тем меньше мне нравится позиция, Так, но D5 есть ход, и потом C5. тут где-то D3 блиц, как бы важно, чтобы соперник еще помогал. ход. То есть, Сергей явно этой партии Так, ко мне D5, ничем а не мне помог, мат конь F6. Как Ян будет слон на 6? к сожалению. Я матов пока не вижу, ладно, поэтому B5. Ну, B5 логично. Возможно, я тут То есть, мне где-то он потерял ходит G4, какие-то G5, темпы. скорее всего, да, да, один путь. Все равно хочу. G4, C5, Пешку G5 и на так два далее. Ну, было ладно, давайте стрёмно, G4 да, пойдем. слон C2. Потому что альтернатива конь D6, она мне Так, не и очень Ян сильно идёт в нравится. атаку принципиально, но я тоже должен А вот C5, типа по G5, идее. G6, это как-то выглядит очень здраво. Смотреть, кто тут кого заатакует. То есть, Так, если H5, мне что, конь на взятие F6 можно тоже пока мат, ферзь там B1 или сыграть. или еще пока нет. Можно и GH, наверное, попробовать. Потом типа H7. Ну ладно, да? наверное, должен как-то все-таки затыкать. H5. Затыкать. Такой ход довольно На G6 ответственный. побью. Что на G6 Конь имеется в F6, да, виду? конечно, есть ход, ну, побил, там G6 поставил. Ну, давайте Не узнаем. факт, что он 100% мат Узнаем у поставит. Сергея, Если он не что поставит, он имел в виду то на G6. мне должно быть хорошо. Так, ну, на это бить, наверное. Типа, наверное, Всё ферзь остальное B1 я должен играть. только хуже будет. Очень пока все логично. Так, и да, Ну, я как бы пока без двух, пристреливает. но не без вестов. У меня какие-то весты Так, все-таки могу есть. побить с идеей D3. То есть, если я какой-нибудь один активный ход. ход сделаю, такой по-настоящему активный, там мало не покажется. Да, на конь D4, конь E5, видимо, имеется в виду, или что? Перекрыть ферзя. Тогда конь G5 пойду, да, слон D3. Ну, если Можно пойти конь G5 конь сразу, D5, можно наверное. пойти конь D6. Ну, явно очень лихо играет, то есть он так то ли по чуйке играет, то ли Он так пойдем, на конь бьет. так. На авось прокатит. D4, конь G5, Так, потом на E4 E6 будет висеть. пешка висит. Такая, я вот не уверен, что у меня все это Конь проходит. E5, на 4, так, Но, слон что на 4, называется, он играю, слон как это? G5, допустим. Агрессивно. Ферзь Ну, конь E5 G4, важная при пешка, ее, без конечно, не надо ферзя, было наверное. отдавать. Но с другой Да, стороны, можно без ферзя остаться, если конь E5. что не сделаешь, да, ради красоты? Конь E5 Да, вот выбор конь выглядит G5, как-то конь D3, более слон E4, конь E1. правдоподобно. Съел пешку, там слон D3, Конь G5 D3. мне нравится идея, да, что я как бы сюда ставлю А, коня. конь G5, Теперь, да. если я попадаю ферзем на G6, я выигрываю партию сразу. Так, конь D3. Это, на мой взгляд, очень как бы грамотная идея. Другой вопрос, на конь D3 что блин, делать? Да, маты все-таки. Есть слон D3 ход. Маты все-таки Ян
есть, может быть, просто побить на Очень e6, и поставить. тогда будет слон b5, ферзь b3 Но он висеть, очень да? авантюрно, конечно, играет эту партию. Там будет, правда, висеть в ответ на f2. Что-то очень сложная какая-то игра. Так, слон d3. Слон d3. Может быть, начать с ладья бьет e6. Пользуясь Не уверен. случаем, хочу слон d3 прорекламировать еще есть ход. среди Ну, слон d3, целевой наверное, это... аудитории Слон d3 ход, магазин конечно, надежно, но я Белстропон. ферзем, наверное, отвалю. Белстропон Осуждаю. самый большой Слон на выбор 5 нет стропонов хода. на всем СНГ. Скидка 20% по промокоду Сережка, ты Сережка. Торопитесь. Так, мы такое не рекламируем. Что вы тут? Спасибо, конечно, за донат. Так, друзья, что-то я тут... Уже я авантюрно тут наиграл. Блин, у меня же все трещит там. Конь... Ах, блин. Мне кажется, выигранную позицию просто взял и испортил. Блин, там на d5 висит еще конь. Я как-то... Все это забыл. А, вот на коне 6 какой-то ферзь d6 есть ресурс, там на h2. Ян очень опасно играл, наверняка он блефовал. Такое чувство, что у меня просто выиграна в хлам была позиция, я все испортил. Ну ничего, еще какая-то ферзь d6 опция. Так, здесь слон c5, всякие штучки. Слон c5, ферзь b6. Так, блин. Думай. Так, ладно, конь f6. Ну, тут тоже еще позиция. Ферзь f2 какой-то ресурс. Давайте залетим сюда куда-то. Хотя тут тоже Ян, что-то f3 такой ход все-таки минусов дофига ухода. Очень много. Так, он просто конь f8 может. А, сюда тоже. Сюда. Так, есть слон c5 какой-то ответ. Веселый ход слон c5. А, слон c5. Ферзь d3. Просто меня обломают. Ладно, съел. Так, время поджимает. 30 секунд, елки-палки. Ё-моё. Блин, ну как Ян так просто играл? Очень глупое поражение будет. По времени я еще. Но Ян, конечно, через проигранно. Через проигранно стоял. Да, еще и так. Да. Обхитрил меня Ян. Хотя он играл, мягко говоря, супер авантюрным. Нормально бы шахматист прибил бы, конечно, там за такую игру. Но Сережка бездарь. Да, хорошая партия, блин. Могла бы получиться, если бы кто-то не обосрался. Да, ну давайте Ян мат поставит. Конь же 5. Так, а чё он мат не хочет ставить? Ян троллит Сережку. Мат же в 2 хода там ставил. Ладно. Ян, наверное, решил потроллить. Все-таки более убедительно. Да, спасибо Яну за партию. Он играл очень так